Фильмы, как наиболее доступный голос времени, пытаются напомнить каждому о такой важной проблеме, как фашизм. В большинстве случаев фильмы повествуют о Второй мировой войне, хотя есть и исключения, позволяющие совершенно по-другому взглянуть на эту тему сегодня. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу о 5 фильмах про фашизм. Это вторая часть, но ссылка на первую есть в описании. Поехали! Пятое место. Собибор. Собибор – это лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал он примерно 1,5 года. За это время было убито около 250 тысяч евреев. Фильм рассказывает историю сопротивления человеческого духа машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии поднимают восстание. Собибор можно назвать немым фильмом, поскольку герои в нем практически не разговаривают, даже не обмениваются взглядами, из-за чего в некоторых моментах развитие сюжетной линии непонятно. Фильм получился очень скомканным. Вроде бы спецэффекты на стабильном хорошем уровне, с музыкой не так плохо, но проблема в пустой и пресной любовной линии и невнятно отраженной идее. Четвертое место занимает фильм «Антропоид». 1942 год. Британские спецслужбы совместно с чешским сопротивлением готовят операцию «Антропоид» по ликвидации некоего Рейнхарда Гейндриха, начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя имперского протектора Богемии и Моравии, а также одного из главных людей в иерархии Третьего Рейха. Честно говоря, отобранные бойцы не особо подходят для такой сложной и ответственной операции. Оружие толком не проверено, план устранения не отработан, нервы расшатаны, дублирующей группы нет, план отхода отсутствует и так далее. Со стороны немцев тоже все непонятно. Гейнриха вообще никто не оберегает. Машина с открытым верхом и в ней нет охраны. Маршрут автомобиля один и тот же. По пути следования автомобиля тоже нет охраны. Из оружия у Гейнриха и водителя только пистолеты. Но актеры подобраны, конечно, грамотно. Играют вполне себе достойно. Эмоциональный накал тоже присутствует. В общем, фильм на один раз. Третье место. Жена смотрителя зоопарка. Это реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Луцем Хеком, влюбленным в Антонину. Несмотря на выразительный детективный потенциал, повествование про зоологов-гуманистов имеет подчеркнуто мелодраматичный характер. Ян регулярно бывает в гетто, но условия жизни в нем показаны мимоходом. Нацисты издеваются над людьми, но на экране это выглядит как серая масса для фона. Даже партизанской войне за освобождение Варшавы отдано минимум экранного времени. Несмотря на неприкрытую женственность фильма, неполноценные характеры персонажей и порой неуместный мелодраматизм, картина однозначно стоящая просмотра. В ленте старательно отображена атмосфера 40-х, хоть и натурные съемки проводились только в Праге ввиду большего количества уцелевших довоенных зданий. Много времени уделено разнообразным животным, которые здесь выступают не просто красивым фоном, но даже часто выходят на первый план. Наконец, жена смотрителя зоопарка зрелищно напоминает про трагедию еврейского народа во время Второй мировой войны и будет полезной запоминающейся прививкой против идей нацизма. Второе место получает фильм «Тайная жизнь». Это история символа австрийского сопротивления Франца Эггерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во время Второй мировой войны. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. В фильме имеются невероятно красивые локации, актеры, световые состояния, широкоугольная оптика и необычный монтаж. Получается интересный набор инструментов для создания кино. В фильме нет экшена, и война показана словно со стороны. Режиссер использует любую возможность выразить контраст между «нет» и «да», между предательством и верностью, между совестью и бесчувствием.
Первое место. Фильм «Мальчик в полосатой пижаме». Это история, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря в конечном счете приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Фильм полон тревоги и некой наивности, ведь мы смотрим историю глазами ребенка. Картина красиво снята. Летние пейзажи и беззаботное детство лишь занавес военных действий. К слову, отлично показано, как работает пропаганда и подмена понятий в эпизодах с сестрой Бруно, Гретель и на уроках с учителем. Подписывайся на канал и оценивай это видео. Пока!